Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером вы настроены на нашу волну. Это прямой эфир. Игорь Мосейчук на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Поклон нашим уважаемым зрителям. Друзья, все, что мы делаем исключительно для вас и ради того, чтобы больше общения было между нами в комментариях и разными другими каналами. Их очень много. Ну, во-первых, ваши вопросы прозвучат в самом финале. Их заблаговременно можно оставить в сообществе YouTube абсолютно открыто. Или более камерно, кулуарно, в закрытом клубе зрителей Шелеста в Telegram. Есть такой, там своя атмосфера, комментарии, вот это все, обсуждение, поэтому приглашаю. Также чат трансляции. Но заранее не пишите, потому что улетучиваются вопросы. Зато они сохранятся в записи чата. И не переживайте, ни один вопрос не пропадет. Игорь Мосейчук делает ответы на вопросы. Постоянная рубрика на его канале. Поэтому он берет из чата, из сообщества и, конечно, отвечает на эти же вопросы, которые не успели или не попали в наш эфир у себя. Поэтому подписывайтесь на Мосейчука. Телеграм, кстати, тоже Игоря Владимировича в описании к этому видео. И, конечно, QR-код, который видите на экране, возможность канал поддержать и, естественно, да, вот прям никого не дожидаясь, заметят, не заметят, вот прям на экран. Ворваться в эфир. На экран там влепить, понимаете, все, что думаете. Поэтому милости просим, как говорится. Пожалуйста. И, конечно, всем большое спасибо, что не забывайте нажимать на лайк. Это исключительно такая техническая история. Сегодня очень тяжелый день. Сегодня день, который вот тоже, да, для многих день трагедии, день... Ну, лишний раз повод задуматься вообще, да, туда ли мы идем, а что это за война, а как почему не заканчивается. Отщелкнуло уже, перелистнуло уже 4 года, пошел 5-й. Но, слушайте, в Киеве выглядит все как праздник. Разбитая Дарницкая ТЭЦ как декорации, Урсулу и так, и сяк, и цветочек, и тёмки, и бомки, и вот это вот все. Выступление Зеленского как из пулемета. И бункер, который, смотрите, уже как бы и не понадобится, потому что мы тут только 2 года сидели, а сейчас не сидим. 18 минут, почти 19 записал Зеленский, где, собственно, велеречиво говорил о том, что не сдадимся, ну и прочее. Это все сегодня будем обсуждать. Начать я предлагаю с того, что будет в будущем, да, в ближайшее время. Чего вы ждете? Ну вот смотрите, день сегодняшний пройдет. Останутся там какие-то эмоции, заявления. Некоторые, конечно, реальные вещи. Их тоже обсудим. Но вот ждать в ближайшие недели чего? Варианты. Поход российских войск на Запорожье. Захват Донбасса, то есть основные усилия. Сейчас начнутся вот эти тяжелые бои за Славянск, Краматорск. В общем, Донецкую область будут брать. Вынос энергетики подчистую на Ухналь. Или все-таки будут успешные переговоры, и мы приблизимся к миру. Потому что мы сегодня день такой, дата такая, оборачиваемся назад, а если вперед посмотреть, что бы выбрали? Поход на Запорожье. Александр, я исхожу из логики войны. И из логики происходящего в мире, в стране, в международке и так дальше. Значит, мир видится издалека и постоянно от нас убегает. Энергетика будет страдать, но в связи с тем, что зима заканчивается, это уже не будет тем критическим таким вот, будем говорить, вопросом. Возможно, удары будут переключены на транспортную инфраструктуру, мосты, железную дорогу. Это будет иметь вес. Славянск, Краматорск, ну, я никогда не люблю говорить о противнике, что он идиот. Я, наоборот, стараюсь видеть то, как лучше предугадать худшее, чем заниматься вот этим. Знаете, меня вот эти вот ряженые барбершоперы и некоторые там аналитики, да,
даже известные нам с вами, которые бегают там с эфира на эфир и кричат: мы тут сейчас всем надаем звездюлей, победим, остановим, побьем и все. Они слабые, они там такие, они сякие, ракеты заканчиваются, мы это слышали, да, и от военных, от наших некоторых, которые сейчас политиками стали, кофе там в Ялте, ну и так далее. Все же было за эти 4 года. Поэтому я не думаю, что в лоб на укрепрайон будет серьезное наступление и будут ложить мясом военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Другое дело запорожское направление. Понимая состояние вооруженных сил, понимая демотивацию людей, которых ТЦК довело до ручки, двигаться на Запорожье, планировать захват Запорожья выгодно и намного выгоднее, чем забирать сейчас Краматорск и Славянск для России. Почему? Потому что Запорожье – это ключ к Днепру, к главному промышленному центру, который остался у Украины на востоке. Это ключ к наступлению на Николаев, соответственно, Одессу и Херсон. И отрезать от моря. Это нарушение полной логистики с Славянском и Краматорском, о котором мы говорим. И, соответственно, просто их можно будет взять, не сильно за них, воюя, да? Поэтому логика войны, логика военных действий мне подсказывает это. Хотелось бы, конечно, выбрать 4-е, но, боюсь, будет 1-е. Да, значит, друзья, проголосуйте. Интересно, как ваши голоса распределятся и ваше мнение. Также пишите вопросы, комментарии. Ну что ж, начнем с бункера. Вы понимаете, какой главный вопрос сейчас стоит вообще по поводу этой даты? Ну вот лично у меня. Наверное, лично у меня не понимаете, но вот смотрите, почему это превратили в праздник, Игорь Владимирович? Вы не поняли? Нет. Вот смотрите, нельзя такое говорить, все-таки годовщина войны, хоть убей. А у не них помню, праздник. не понимаю. У них Александр праздник. Если вы, тяжело, конечно. Смотрите, главный бенефициар войны – человек, который получил самый большой профит от войны, политический, финансовый, материальный и славу, Владимир Александрович Зеленский. Давайте отмотаем чуть назад. На 4 года и несколько дней. Рейтинг Зеленского был ниже плинтуса. Рейтинг Зеленского двигался вниз и готов был пробивать дно. Война, которую он зазывал некоторыми своими действиями, прямо скажем, он делал все, чтобы она не остановилась и приближалась. И не только он, делали многие, мы поговорим, еще об этом. Фактически он сделал все, чтобы войну не избежать. Мог ли он избежать войну? Мог. Прямо 23 февраля 2022 года на совещании с большим бизнесом, так называемым, где было человек 100 крупных предпринимателей, включая людей, которых мы привыкли называть олигархами, да, Зеленскому говорили они: давай избежим этого, давай позвоним в Москву, давай будем, почему партнеры так себя ведут,
что происходит. Ну, то есть задавались реалистические вопросы. На все был ответ. Большой войны не будет. Если начнется война на Донбассе, вы же готовы. Был намек на наступление на Мариуполь, это был самый такой, ну, участок. А там была построена линия, ну, не Маннергейма, а, будем говорить, линия Азовстали. Мединвест своими средствами построил укрепрайон. Кстати, этот укрепрайон упал чуть ли не последним, ну, предпоследним перед самим заводом, ну, Азовсталь. Он выдержал наступление, все, он не выдержал предательства. Ну, когда Мариуполь обошли, зашли свободно сзади, да, там через Бердянск высадились и так далее. Ну, это тема отдельно. Значит, Зеленский за эти 4 года стал миллиардером. Ему аплодировали все парламенты, ну, практически все парламенты мира. Он встречался и обнимался со всеми, со всей знатью европейской, со всеми политиками. Его принимали монархи, патриархи и папы, пастыри и другие духовные лица. Он возомнил себя круче Бога. Он решил перестроить православие, как хочется ему, а то есть уничтожить. Это все происходило за эти 4 года войны. Он получил безграничную власть в середине страны. Неограниченные возможности. Он и его окружение, как я их называю, зеленые гниды, являются главными выгодополучателями войны с украинской стороны. Украинцы это за 4 года прекрасно поняли. Поэтому летят камни в автомобиле ТЦК. Поэтому футболист защищает соседа. Поэтому многие происходят другие вещи. Эти 4 года – это годы героизма. Этого тоже откинуть и убрать никуда нельзя. Это годы подвига. Это годы, будем говорить, человеческих поступков. Но в то же время эти 4 года – это годы предательства, измены, мародерства, годы измывания над своим собственным народом, превращения людей в быдло, скот, рабов. Это все в этих 4 годах. И нам с этим всем жить, Александр, еще. Поэтому сегодня им было что праздновать. Они были фактически на поминках Украины, потому что, я, может, скажу непопулярную, но правдивую вещь, которую многие боятся сказать. Украина проигрывает войну. Это трезвый взгляд на происходящее. Попытки продать как победу что-либо, ну, в нынешней ситуации, это просто 95-й квартал. Даже если удастся, дай бог, в что я не сильно верю, остановить это все на вот этом, будем говорить, уровне, как сейчас, да, все равно это проигрыш войны, это потеря 20% территории, 2 миллиона жизней, уничтожена нахрен страна. Я дико извиняюсь перед зрителями, тут кто-то совсем уже
Не смотрит наш эфир, наверное, да? Да. Или решил, так сказать, пойти по другим путем ворваться в эфир, Да, дорогие друзья. да, да. Поэтому вот такая вот история, она имеет место. И я должен вам сказать, что у них действительно сегодня праздник. Вы видели, у Зеленского улыбка с лица не сходила? Он держался, он А пытался... что ж такое? Я извиняюсь. Он пытался держаться, так сказать. Алло, в мене ефір. Якщо ви не розумієте, я буду блокувати. Сурово, сурово, Игорь Владимирович. Знаете, тут же... Ну а как? Тут же понимаете, в чем дело. Празднику рознь. Но как вам подарки к этому празднику? Значит, интервью потужное. Вся мировая, все издания. И белорусские оппозиционные, и немецкие, и, понятно, BBC, CNN. Все, и он везде, вот и так, и сяк, и наперекосяк. И мы увидим, что рано или поздно территории вернутся. Мы не отдадим Донбасс, не уйдем оттуда просто так. То есть, ну вот прям праздник какой-то, вот праздник потужности. И бункер показал. Это, кстати, тоже очень интересная история по поводу бункера. Знаете, ну, как бы... Вот это вообще не для недумающих людей. Ведь мы с вами, когда там говорим в эфире, да, о том, что это у вас света не будет, у него-то все будет нормально, это вы страдаете от дронов, от ракет, у него все будет, у него нормально. Так он показал, слушайте, вот смотрите, вот я тут жил. Я сейчас как бы в другом бункере, там сейчас мы... Ну, он же преподносит, что мы сейчас не по бункерам, мы сейчас вот по домам, наверное, там где-то. А вот 2 года же прошло, так у него все эти 2 года было все хорошо, и сейчас все хорошо. Он это подтвердил фактически. Подтвердил разрыв между народом и собой, своими как бы друзьями, товарищами. Меня интересует только один вопрос. Сейчас вот Европа, это по итогам этого саммита потужных, решительных, выделяет практически 1 миллиард евро на следующий отопительный сезон. Во как! А Зеленский жмет и доламывает, говорит, дату скажи, Урсула, число, дату, когда мы вступим в Евросоюз. Она ему ничего не говорит. То есть парадокс. Денег дает, а сказать что-то, пообещать не может. Как-то вот даже не по-женски, что ли. Ну, первое, давайте, вот мы подошли к очень важному моменту, давайте дадим оценку этим так называемым гостям сегодняшнего зеленого праздника, я его так назвал. Зеленый бал. Не хватало только, ну я, может, сделаю ролик с Верховного Совета под бал сатаны с Булгакова, как раз подходить будет. Так вот, про роль этих так называемых гостей. Друзья, давайте опять вернемся на 4 года и 2-3 дня назад. Когда еще войну можно было избежать, когда можно было остановить катастрофу, когда ваши соседи, друзья, близкие могли остаться живы, и их дома были бы целыми, а вам не пришлось бы скитаться по Европе или в других странах. Никто из этих так называемых партнеров пальцем не пошевелил, чтобы предупредить войну. Ни Байден, ни Джонсон, который потом наоборот ездил, срывал это все. Ни эти европейские глобалисты, душевные гомосексуалисты. Никто. Все делали вид, что через 3 дня вопрос решится. Не верили, что Россия за 3 дня возьмет Киев. Я не знаю, верили в это в России и ставили ли такие задачи. Но эти все верили, и они убегали с Киева. Они вывозили посольства.
своих граждан, они уходили и оставляли Украину. И никто ее защищать не хотел. Потом, когда на защиту страны стали люди, они очухались и решили, а что ж нам свой профит не поиметь. Они фактически дальше уже сорвали Гомельские переговоры, Стамбульские соглашения готовые, ну, фактично уже и подписанные архами. Они сорвали возможность мирных переговоров, когда это было выгодно Украине, когда на Херсонщине продвинулись, на Харьковщине, да? Они молчали, когда Зеленский совершал преступления военные против собственного народа и собственных вооруженных сил, например, Курскую авантюру, где сейчас ребят судят до сих пор за терроризм в России. Обычных минометчиков, солдат. Обычных солдат, которые выполняли преступный приказ зеленого диктатора. Поэтому все эти гости, какие бы ни подарки не возили, Александр, что бы они не дарили, это блеф. Они действуют исключительно в своих интересах, а нашу страну рассматривают как разыгранную карту. Интересно, что он говорит в одном из интервью, Зеленский, что мы готовы заморозить войну, но Донбасс просто так не отдадим. То есть, фактически, мы понимаем, что все идет по мирному вот этому треку, просто мы видим, как это пытается обставить Зеленский. Ему реально нечем крыть. Нет, есть один только какой-то момент. Да? Понятно, что Трамп говорит ко дню рождения 250-му Америки, он хочет закончить это все. Не говорит, а Блумберг пишет за него. Но, тем не менее, они вот такое предположение делают изданием. Однако, есть только, похоже, сейчас один вариант, и о нем заговорили в Москве. Срыва вот этого мирного движения, настолько этот импульс силен. Это ядерная провокация или вот подрыв турецкого потока, например. Россияне пошли по этому пути, они прям бомбардируют сообщениями СВР, Ушаков, Песков, Путин лично об этом говорит. Явно Москва посылает какой-то сигнал, и понятно, что это сигнал не европейским партнерам, это сигнал Америке. Что это, на ваш взгляд? Подготовка какой-то почвы для того, чтобы никакого мира не состоялось, или наоборот, ускорение мирных договоренностей? А может вообще... Или ускорение войны. Да, может вообще ускорение войны и применение там всякого оружия по Украине? Александр, опять экскурс назад, не на 4 года, а на меньше. Дмитрий Медведев. Ты будешь жить сколько? Сколько будешь уничтожать страну? Вот мы начали программу, и я выбрал вариант Запорожья. В вопросе. И это ответ в том числе на слова Зеленского. Так не будут брать славянский Краматорск. Мы не отдадим славянский Краматорск, так его брать не будут. Заявление Путина по ядерке и по турецким потокам. Давайте разберем. Начнем с потоков. Значит, что мы видим, Александр? Мы видим взорванные северные потоки. Видим арестованных за взрыв. Видим публикации, где говорят о связи
с военными спецслужбами. Лепят туда заушно, не знаю, был он там, не был. С Будуна в бане проснулся или приказ выполнял. Понимаете, да? То есть не могу сказать. Я же не был ни в бане с ним, нигде. Но факт остается фактом. Взрывы были, задержанные есть, доказательную базу по ним собирают. Сейчас выходят и говорят о турецких потоках. Если завтра турецкие потоки взорвутся, неважно, кто их уже взорвет, хоть марсиане, вина за это ляжет на кого? На Киев, на Зеленского, на военно-политическое руководство Украины. И в данном случае обвинять же будут не только русские. И даже не только венгры со словаками, а Турция, что намного страшнее и важнее. Полная морская блокада тогда станет реальностью. Никаких зерновых коридоров или чего-либо не будет. И вопрос юга Одессы в контексте Запорожья, понимаем, да, будет очень-очень серьезно стоять. Поэтому посыл очень серьезный. Второй посыл о ядерке. Тоже открутим назад 4 года и, по-моему, 7 дней. Мюнхен. Конференция по безопасности. Выходит наш парень и говорит, мы возобновим ядерное оружие. Мы, заканчивается выступление, подходит Камала Харрис, демократ, глобалист, вице-президент тогда США, и говорит, а вы себе в голову выстрелили? Вы самоубийство совершили только? Все прекрасно понимают, что говорить публично о таких вещах – это зазывать войну, спецоперацию, ну, что угодно. И это не только в случае с Россией, это и Америка, и Иран мы видим, да, эти все моменты. Но у нас эта истерия продолжилась и продолжается сейчас. Люди, которые поднимают сейчас этот вопрос и делают это публично, они враги, агенты ФСБ, я даже не знаю, кто они. Они готовили почву к сегодняшнему заявлению Путина. Я не знаю. Я верю в то, что это может быть. Ну, поставка компонентов со стороны Британии и Франции. А также думаю, что может и не быть. Ну, это надо точно знать. Но это уже не имеет никакого значения. После того, как этих, как там попугай моих друзей говорит, волку зеленую гниду за язык поймали, вот, и все. Волка дурна баба. Жорик, попугай, он умнее, ну, выходит, потому что только дурна баба, базарна, может ходить и рассказывать со всех трибун о ядерке, ну и тому подобное. Вот умная женщина, киевлянка, которая была премьер-министром Израиля, Голда Меир, она до последнего молчала. Они делали ядерное оружие, это же известный факт исторический. Она молчала. А когда оно было, она иносказательно сказала, у нас его нет, ну если надо, мы его применим. Но до этого не было вообще полуслова. Они привлекали наоборот, чтобы уничтожить ядерные программы, они пошли на соглашение с лучшим диверсантом Гитлера, Сото Скорцени,
который фактически курировал спецоперации по выкрадению и ликвидации ученых в арабских странах, которые занимались ядеркой. У нас ходят, как на базаре, дурна баба, несет своим языком, что не попадет. А на самом деле мы не можем возобновить ніякого ядерного оружия. Южмаш уничтожен теми же западными партнерами по согласованию с Россией. Это завод, где могли действительно ракетоносители и другие вещи делать. Ядерщики давно покинули страну. Никаких ядерных программ не существовало и не существует. Ну, может, фламинги ночью летают. Вот. И жидко-жидко зеленым гадят. Этот самый. То есть Получает. ничего сделать мы не можем, но языками налево и направо. Ударьте по нам. Ударьте. Ну, ударьте, пожалуйста. Вот это вижу. Хорошо, зачем? Ваша версия. Ну, вот, допустим, смотрите, мы видим люди, которые плюс-минус следят за ситуацией, пытаются это делать трезво, пытаются скептически относиться к вот этим всем, к этой лапше, которую вешают на уши всем в плане там потужности, незламности, или, например, под грустную музыку там чего-то выкладывают, как цветочки кладут к памятнику. Представляете, идет ни свет ни заря, никого нет, город пустой, он спускается в переход на Майдане. Полно цветов, он подходит, берет. Никого нет, одна женщина стоит лотком цветов, вообще никого нет. Он подходит, она ему розы такие красные, кровавого цвета такие складывает, и он потом подходит и вот возлагает цветы, понимаете? Ну, прям не знаю. Правда, серия «Слуги народа». Знаете... Ну, вот смотрите, он уже давно просит удар ядеркой или удар еще чем-то, понимаете? Ну, так хорошо, окей. Россия куда-то ударила ядерным оружием. Дальше что? Зачем просит? Давайте все же о цветах сначала. Понимаете, преступника часто тянет на место преступления. В данном случае есть два. Один пока еще не прилетел, а второй тут на месте исполняет все, что хочет. Знаете, я мог бы вам сказать в очередной раз, что я смотрю на Зеленского, и мне снится, как он заходит в колонный зал и получает Героя России от Путина за все, что сделал против нашей страны. Но я скажу так. Я буду более циничным. Они совершили такое количество преступлений, что они просто, заметая следы, хотят сжечь страну. Другого объяснения у меня нету. Вот просто нету. Потому что ставки подняты сегодня. Когда об этом заговорил один, второй, третий, я думаю, да, такое. Когда об этом сказал Медведев, я тоже думаю, ну, это сигнал. Медведев всегда пишет, вот как в этом известном фильме нашем, «Выпускай Барваху». Понимаете? То есть это самое. Но когда это все сказал Путин, то есть когда это все озвучил московский царь, я понял, что дела закручиваются серьезно. И очень хотелось, чтобы это было просто поднятие ставок перед переговорами. Тем более переговоры будут затрагивать ядерку, а именно Запорожскую АЭС. Ну, ближайшие, которые должны состояться. Но кажется мне, что все намного хуже. И ситуация сегодняшнего Киева, сегодняшнего празднества зеленого больше напоминает поминки, которые они справляют по нашей некогда цветущей стране.
Игорь Владимирович, если перенестись к таким делам насущным, слушайте, Галущенко суд перенесли, да, Зеленский выдает, говорит, да мы молодцы, в Европе мы тоже куча коррупции, мы вообще красавчики, понимаете? Ну, то есть мы боремся, все у него хорошо, он излучает оптимизм, как будто и нет давления на него самого, как будто это не его корешей фактически ближайших, ну, в общем, прижали к ногтю. Почему? Смотрите, если в мире коррупция есть, больше уровень коррупции, чем в Украине, в России. Но, во-первых, Россия же больше, и я беру вместе и бытовую, ну и разную коррупцию. Во-вторых, в России коррупционеров садят, ну, в отличие от Украины. Мы видели с Минобороны замминистра, приговор конфискации. Еще, может, мало садят, но садят. Тут не садят никого. У них еще с окон выпадают. Или дорогу неправильно переходят. Ну, те, кого посадить нельзя. А тут нет. Тут живут, процветают, в Монако прилетают, отдыхают. Ну, то есть все как должно быть. У нас же группа целая, вы же помните, работала этих монакийцев. Просто вот сидели все в Монако, семечки плевали, кокс там нюхали или что они там делали, 100 грамм пили. И, между прочим, налоги наши деребанили. Поэтому коррупция есть. И уровень коррупции в Европе, если говорить о бытовой коррупции, он ниже, чем в Украине, ниже значительно, и Зеленский врет. А если говорить о глобальной, ну, большой, да, коррупции, то они покрывают подельника по факту. Почему они молчат? Потому что он знает, где, как, какая компания, что делала и все. Этих слили, маленьких медасовцев, а царь Медас пока остался. И будут ли они его сливать? Под вопросом могут, но только по-другому, по-взрослому, так как любили в 70-х на Сицилии. Я спрошу прямо. То есть своими фортелями по поводу того, вы типа Запад определитесь, вы меня хотите сбрасывать или это условие окончания войны, вот этими своими выпадами. Он, причем из интервью в интервью. Причем у него спрашивают, ты идешь на второй срок? Он говорит, да первый не закончился, ну вообще не знаю. Не знаю. То есть, ну посмотрим, как это все будет. То есть на него не давят американцы вот этой историей с НАБУ. Нет, смотрите, американцы ему прямо говорят, готовься к выборам, и на выборы тебе идти не надо. У нас есть кандидат, вот он, молодой, красивый, военный, здоровенный, Кирилл Буданов, и все, вот, пожалуйста. И я вам скажу, Александр, эта версия полностью подтверждается резкими действиями и заявлениями Валерия Федоровича Залужного. Он же выпады делает то в сторону Зеленского, но атакует на самом деле Буданова, своего конкурента. Это бриты активизировали Валерия Федоровича, говорят, ну что ж тут Америка нам, да? Кирилла Алексеевича навязывает. Мы тут сколько ждали, сколько трудились, сколько видели. Ну и Вову надо действительно менять. Я точно знаю, что люди, близкие к Ермаку,
Говорят, что он им сказал, что Вова совсем кукухой поехал. Если это говорит уже Ермак, Александр, вы же понимаете, то точно на корабле уже не все в порядке. Кораблик в палату номер 6 превращается. И это очевидно по ряду поступков. Поэтому я уверен, его предупредили. Он пытается пропетлять. Он думает, как уцементировать диктатуру. Но его давят. И давят уже с двух сторон. С одной стороны, американцы Будановым. С другой стороны, британцы Заушным. Ну, еще россияне не начали поддавливать, но их, я думаю, эта история и так устраивает пока без выборов. Ну, то есть, давайте так, еще раз. Россиян устраивает Зеленский на должности президента. Угу. Зачем им менять Зеленского, который им помогает, фактически? До 4 июля окончания войны по Трампу, если верить Блумберг, возможно в таком случае? Я не верю в Блумберг, потому что их коллеги, подобные газеты, которые находятся в орбите этих глобалистов-гомосексуалистов европейских, они писали, что 24-го Зеленский объявит выборы, вы помните, да, то есть сегодня, внесет закон о выборах и так далее, и так далее. Ничего этого не состоялось, не состоится в ближайшие недели, месяцы. Поэтому я не верю в окончание войны. Единственным моментом окончания войны это может быть только устранение Зеленского от власти. Если это произойдет, понятно, тогда Арахамия подпишет что угодно от парламента. Он тоже с Будановым, ну, в той орбите. Купит себе этим билет бронирования от преследования. Ну, амнистию купит эти. Вот. И все. Но это при условии устранения Зеленского. Потом начнется схватка Буданов-Заушный. Политическая схватка. И потом, возможно, произойдут выборы. Что мы потеряем за это время, как мы потеряем, тяжело сказать. Так подождите, а амнистия политзаключенным в Украине, или там реабилитация, да, восстановление закрытых политических партий или какой-то, ну, условно, какая-то нулевая политическая декларация. Понятно, что уже там партии никто не вернут, но условно людей выпустят, скажут так, занимаемся, все нормально, к старому не возвращаемся, ну, новые бренды это себе. Это произойдет, это будут условия мирные со стороны России. Россия опять, все думают, что Россия опять танцует на граблях. Да. Смотрите, вот эти все товарищи, сидящие в Москве сейчас, они сидят там вот так, да? И думают, ну все, сейчас мы за русскими танками придем, станем губернаторами, там еще кем-то, там, ВО царя, ну и так далее. Не будет этого. А что будет? Амнистия будет, ну то, что вы говорите. Возвращение политических преследуемых фигур будет. Но за танками в кресло не будет. Ну, по крайней мере, на этом этапе, если состоится какой-то мирный, ну, консенсус. Будет Буданов, будет Заушный, да, будет какой-то представитель проукраинской партии мира и какой-то представитель пророссийской, да, грубо говоря, партии мира. И все вернется в русло парламентаризма,
Кого бы не избрали президентом, его уже будут все игроки держать, если должность еще и останется. Ну, в ежовых рукавицах, чтобы не повторить. А вот эти вот 4 основных силы будут политически варить борщ или бульон на политкухне Украины через Верховный Совет. Это лучшая ситуация, которую я рассказываю. Бо может быть и намного хуже. Внешнее управление вы имеете в виду? Временное правительство? Это хуже будет для Украины? Это, возможно, и не хуже. А на каком этапе это произойдет? Понимаете? Тут же, Александр, хуже, не в форме. Что так будет временное правительство, только одно будет под контролем ООН, а второе просто парламент создаст и условный контроль договаривающихся сторон. Ну, будет, понимаете, да? Это один вариант. И это может произойти сейчас. А может произойти позже, когда будет ситуация абсолютно другая, и когда это все закончится, ну, фактически крахом государства. Понимаете? И тогда будет администрация ООН, тогда будут другие вещи. Смотрите, тут же какой момент очень важный. Есть же вещи, по которым мы определяем, давайте так честно, будущее. Да? Будущее – это вот мобилизация. У нас сегодня Федоров презентовал план войны. У нас сегодня на самом деле очень серьезный военный день, Игорь Владимирович. Это так кажется, что у них праздник, но у них такой. Все по-деловому. Федоров сделал презентажку. Ну, мы там в институте, там еще какие-то, помните, были пауэрпоинты, там картинки, вот это слайдики. Ну, у них же круче, у них 95-й квартал, Минобороны. Им сделали видосик о том, что, в общем, мы будем разваливать Россию экономически, делать ущерб. Мы будем убивать русских там по 200 штук на квадратный километр. Вот так вот прям мощно. Ну, это в контексте 50, да, 50 тысяч в месяц вот этой цели. Мы будем закрывать небо. А? Потужно. Сегодня, кстати, тоже ведь, я вот так пошутил, и мы с вами там праздник, не праздник, праздник. Потому что сегодня в честь праздника, в кавычках, я беру, ну там, наверное, действительно праздник, заму главы офиса президента, Полиса есть такой, генерала дали, представляете? Генерал теперь у нас в офисе президента. И он по случаю выходит и рассказывает, что, слушайте, вообще, конечно, все улучшилось. Оптимистично смотрим на пополнение состава вооруженных сил Украины. Ну, там россияне, конечно, будут брать Запорожье, будут идти на Херсон, у них там в планах Донбасс. Вот это все рассказал, жути нагнал и сказал, что ничего, нормально, выравнивается мобилизация. Зеленский... Так 400 квадратных километров освободили. Да. Я, правда, ищу где? Я сам не могу найти. Вот сам не могу найти. Тоже Глупой, сижу над картой, думаю, ну, сука, где же эти 400 квадратных километров? Понимаете? И вот эта тема мобилизации приправляется тем, что нам надо 250 тысяч войск, еще тогда точно Россию победим. А тут давайте 18-летних уже хватит им прогуливаться, давайте брать, обучать. ТЦКшники ходят с гранатами по школам, обучают, так сказать, привлекают, заманивают. А Зеленский выдает страшную на самом деле в идеологическом плане вещь. Он говорит, слушайте, мы хотим мобилизацию, как в России. Дайте Европа денег. Не дают денег. Вот дали бы нам денег, мы бы тоже там миллионные контракты за подписание, у нас вообще подбоя б не было. А они вот что-то не ведутся на этот бизнес-план. Был бы отбой, потому что время, знаете, голубой вагон качается. Мечты, Амели, да. Все. Понимаете, все.
Дурна баба думкой богатеет, так кажут, это самое. Дело в том, что когда говорили о необходимости изменения мобилизации 3,5 года назад, и когда он это обещал, мы же это все помним, фиксируем, он этот самый, все, он молчал, он ничего не делал, он не замечал. А тут, когда они надувают Гераскевича со шлемом, показывают на Олимпиаде самый худший результат, но зато пиара сколько. И это был заготовленный пиар, заготовленный, я это утверждаю. Я знаю, я это говорю, потому что Гераскевичи, к ним обращались с просьбой дать интервью в картине, где была Олимпийская деревня, и они отказали. Еще до даже. Потому что все было запланировано. Но это проваливается, а какой-то Данила Колесник, футболист, который попал в бороду ТЦКшнику, стает чуть ли не национальным героем. Люди, которые камнями забрасывают машину ТЦК, получают 1 миллион лайков и одобрения в Одессе. Те, кто хватают в Одессе военкома, также. То есть сопротивление проворачивается. Я не знаю, чем собрался воевать и кем Полиса. Потому что руководитель дипстейта, тот, который вышел и сказал, прекратите врать людям, помните, да? Ну, о каком наступлении вы говорите, если у нас людей сдерживать оборону нет? Он абсолютно прав. Вот эти все слова Полисы я вообще не присваивал бы званий во время войны никому, кто находится за пределами фронта. Ну, чем Полиса заслужил звание сейчас очередное? Чем? Если говорят о каких-то там, командующих направлением еще, может, мы чего-то не знаем. Хотя тоже есть вопросы. Но Полиса чем? Слава Богу, пока, еще же не вечер, нету награждений в СБУ и МВД. Ну и званий. Не очередных. Ну, там, наверное, будет за что. У нас же сейчас разворачивается новая война. Это война террористическая, которую я хотел, чтобы вы отдельно прокомментировали. Полицейских подрывают в Украине. Мне кажется, что эта вся история со взрывами и подставой полиции имеет такой крепкий и стойкий привкус рязанского сахара. Объясните свое мнение. Ну, это Смотрите, еще раз, это очень важно. Мне люди пишут, мне и со Львова, все там думают, вот там зрадник, и Игорь Владимирович, и мой канал, они подсанкционные, мне пишут, говорит, пожалуйста, поднимите этот вопрос. Есть же видео этого, ну, самого резонансного, а там дальше еще были, подрыва, где девочка эта полицейская погибла, да? Все смотрят, Садовой примчался лично. И львив'янин мне пишет, говорит, если он туда примчался лично, это значит, что-то прячет он, что-то они пытаются обставить. А мы все примерно понимаем, где это, как это, но, в общем, не верят. Смотрите, первое, я не услышал никаких объяснений, кроме отсылки к телеграмму о том, как готовился террористический акт. Вот эти бредни о покупках там селитры и подобных вещей, это хай они в детской садике, в ясельной группе рассказывают. Я скажу так, я
Александр, с 2017 года, это уже фактически почти 9 лет, я изучаю все случаи террористических актов на территории Украины, на территории России, связанные именно с подобными взрывами, да, будем говорить. Изучаю достаточно скрупулезно. Почему? Потому что, вы знаете, я сам стал жертвой террористического акта. Этот акт был подготовлен террористически, исполнен красиво. За ним явно стоит какой-то куратор чей-то. Сценарий где-то был прописан, я специально не говорю где. Этот самый. И у меня есть по той ограниченной информации, которую дают, которую имеют, у меня есть все основания подозревать, что мы можем иметь дело с прецедентом таким, как Рязанский Сахар. Мотив. Мотив закрутить в стране, в середине максимально гайки. Еще один мотив — не проводить никакие выборы. Ну, выйти и сказать: вот, тут 3 за 2 дня. А что будет, когда выборы начнутся? И третье — закрутить гайки информационно. Вы же посмотрите. Первое, что мы слышим, вылазит эта дурнобаба Верещук, которая... Это же еще, опять же, мы с чего начинали? Смотрите, вылазит Верещук и говорит: Телеграм надо ограничить, запретить, идти колотить. 2 дня назад в Москве то же самое. Ну, 2 дня. И после этого эти люди говорят, что мы не братские народы. Нет, ну, Верещук точно брат в Москве сидит где-то. Понимаете? И Телеграм запретить все это самое выдает. Ну, первое, это, естественно, полная калька с Москвы. Полно. Второе, ну, я считаю коррупцию большей угрозой, чем Телеграм для страны. А Верещук за время, пока люди в окопах гнили и родных хоронили, домик прикупила на Тесте под Киевом. Вот. Квартирку на тещу, ну, свекруху во Львове в центре. Все по-нашему. По-русски. Нормальненько. І садок вишневий коло хати. А ви, Миколки, воюйте. І Телеграм мы вам закроем. Походу, взрывчатку девушки этой передали по Телеграмму. В мессенджере прям. Понимаете? А Да. она распечатала на принтере. Бред чистой воды. Ну, я послушал Верещук. Верещук никогда не отличалась умом и сообразительностью. То с зонтиками, то еще с чем-то. Думаю, ну, такое, может, дурна баба что-то, ну, опять ляпнула, да и, ну, понимаете, да? Игорь Владимирович, Да нет же, выходит этот глава МВД, выходит СБУшник, и в 2 голоса все то же самое: Телеграм ограничить, гайки закрутить. Ну, еще никто не сказал, что выборы отменить. Думаю, может, Диденко выйдет, глава ЦВК, чи Корниенко, чи ще якась зелена млядь, не знаю. нет, ну так может для этого и закрывают Телеграм. Или как, ограничивают. Потому что Телеграм, давайте объективно, это номер 1 по информированию. Люди получают новости оттуда.
Номер один. На втором месте YouTube, но с очень большим отрывом. С очень большим. Ну и там дальше вот эти пасутся, плетутся. Даже Viber опережал, я помню, по опросам телемарафон. Viber. Понимаете, там тоже группы. Тоже. Да, Viber не надо ограничивать. Ну, у меня вопрос. Дело в том, что я вот ожидаю, когда на Дурова уголовное дело возбудят. В России вроде как возбудили. Не, ну в России возбудили, теперь в Киеве должны. Ну, оно же логично. У меня к вам вот такой вопрос, который меня на самом деле прям заботит, что ли, озадачен я. Что произошло там, где было сказочное Бали? Сейчас какая-то абсолютная история произошла. Абсолютный переворот сознания. Значит, выходят проофисные вот эти большие телеграм-каналы. Нам вчера сообщил Железняк, он получил ответ на запрос, что хозяева самых больших крупных телеграм-каналов Украины, они под бронью, ну как, они выведены вообще за учет, то есть вне учета, потому что они в запасе в СБУ. Короче, СБУшники. Они не штатные сотрудники службы безопасности Украины. СБУшные каналы. Каналы-миллионники все СБУшные. Где там свободолюбивые люди? Где там вот эти все? Где этот процесс? Смотрите, у нас реально как бы... все смеются, путинская Россия, там все под колпаком. Вот вам, пожалуйста. Нет ни одного телеграм-канала большого миллионника, а есть у них хозяева, и они СБУшники, поэтому они не служат. Так вот, я, смотрите, очень вскользь и поверхностно этой темой интересовался, но меня заинтересовало прям. Значит, выходит один из таких каналов с редакционным сообщением. Значит, смотрите, сейчас всякие враги. В общем, благосфера шумит, все шумят по поводу вот этого похищения на Бали. И вот выходит один из этих телеграм-каналов и говорит, смотрите, сейчас появляется куча видео с избитым парнем, который называет кучу разных фамилий. Лысак был в Днепропетровской области, сейчас заведует Одессой, назначенец Зеленского. Другие фамилии, которые получали деньги с колл-центров, конкретные суммы в месяц. Так вот, это все, чтобы опорочить бандита, ну, они называют бизнесмена, авторитета, но не называют благодетеля Украины, Петровского. Тот, который, простите, грудью стал в Днепре, и русская весна не прошла. Тот, который вот помогает, тот, который вообще молодец. Я еще не видел таких отбеливающих материалов. Ну, вот давненько не видел, сейчас, может, время другое. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Что произошло на Бали? И что так возбудились СБУшные телеграм-каналы? Смотрите, давайте с конца. Я не знаю, кто организовал этот антикриз для Александра Петровского на река Алик. Я точно понимаю, что либо кто-то из его людей выкинул деньги на ветер, либо кто-то решил подлизнуть, подмахнуть или свинью подложить, потому что так даже не отбеливают. От такого отбеливания рыгать хочется, как говорится. Теперь, что произошло на Бали и что вообще происходит с этими колл-центрами, потому что, значит, я не знаю причины конфликта. Есть несколько версий. Одна прямо, что эти каналы виноваты, через которые отмывались деньги, хотят получить доступ к холодным кошелькам, ну и так далее, и так далее. Что колл-центры кинули там на большую сумму, и это месть. Другие говорят, что просто возник конфликт бытовой, который потом, когда выяснили кто что,
перерос в то, что мы наблюдаем. Я слушал эти видео. Я скажу вам так. Роль Петровского в них, ну, явно преувеличена. Учитывая, что второй парень, который был и сбежал, его сын, я думаю, просто пытаются на нем сделать акцент. Он далеко не святой, он имеет отношение, а точнее Ермак, его сын, и вместе с этим Комаром, ну, к ряду колл-центров, но не есть ключевой фигурой во всех колл-центрах, ну, Украины. А кто же есть? А люди, которые носят погоны. СБУшники, гуровцы, ДБРовцы, прокуратура, менты. Имеют отношение к крышеванию этих колл-центров. Ну и местная власть, соответственно. Играли ли играли ли роль СБУшники в колл-центрах Днепра? Однозначно. Однозначно. Группировка «девятки» выросла под кураторством руководства региона и СБУ. Платили ли они туда? Платили. Суммы маленькие, нет сумасшедшие. Это еще раз о тех, кто получил профит от войны. Потому что раньше колл-центры сидели в лучшем случае в тюрьмах и дурили там бабушку или дедушку. Это плохо очень, но это было, ну, понимаете, уровень не тот. Сейчас грабят, разводят американцев, европейцев, украинцев, ну и россиян за компанию, ну, то есть всех, кто попадет. Вот когда говорят, они только по русским работают, звездят. Когда говорят, что работают, они везде работают. Вот где влез, вот, ну, где пролез, вот там и работают, там и грабят. И ничего общего это с защитой национальных интересов не имеет. Этот парень вываливает информацию в кучу всю. Например, эти девятки, они жестко конкурировали с тем же сыном Петровского Ермака в Днепре. Не работали, а конкурировали. Конфликт у них был. У них перестрелка недавно имела место. Их охрана охраняла советника главы областной военной администрации, который приехал кэш с девяток получать. Ну, вдумайте. Поэтому у них сегодня праздник, Александр. Да, у них сегодня праздник. Но вы знаете, в чем парадокс? И подводя черту, я хочу сказать следующее. Ряд вещей, сказанных этим парнем, соответствует абсолютной действительности. О девятках, фамилии чекистов, фамилии там еще ряда людей, правоохранителей и так далее, и так далее. И это должно стать основанием для проведения расследования Генпрокуратуры. Все молчат, вы же видите? Смотрите, но опять же, туда... Подождите, если бы не вот эти, девушки, давайте назовем их блогерши, которые там красивые, с аудиториями, да, мы вообще ничего особо и не узнали обо всем этом. Туда очень интересный момент. По-моему, там уже началась игра на внутрянку даже. В середине страны. Потому что я плюс-минус понимаю, кто в Генпрокуратуре там сидит на профите, от колл-центров.
Но это точно не лично Руслан Кравченко, которого взяли и туда там, ну вот все там среднего уровня, да, те, кто имели отношения, имеют, тут хлоп. И у меня тут начинает закрадываться мысль, а не начали ли через мальчика еще и политическую игру, а не только бабки вымогать. Потому что там рубля начали вспоминать, этого руководителя Департамента стратегических расследований и тому подобное. Смотрите, имеют ли Днепровские и кто имеет отношения серьезные, да, ну, к этим вещам? Ну, вы же видели этого умку-недоумку на дне рождения в СБУщиков. Именно в СБУщиков. Именно киберы. Именно те, кто с центрами, ну, работают. В кепочке, видели? Ну, вот вам и ответ на вопрос. Не сотрудничая с чекистами, гуровцами, ментами, ну, мусорами, потому что ментами их с натяжкой назвать можно. Этот самый не будет колл-центр работать. Плюс до того, мне известна тема, когда колл-центр заказывает соседний колл-центр другим правоохранителям. И начинаются эти таракани. Вроде бы не война в стране, понимаете, а таракани бегают. Кто кого передушит, кэш там. Вот так это выглядит. Это еще будет предметом следствия. Но то, что ситуацию по Бали играют, и играют красиво, зная внутрянку, зная, ну, все, это точно. Кто играет и против кого играет? Пытались сказать, что кто-то играет против Петровского, я думаю, попутно. Ну, попутно. Далеко попутно. А вот что начинают втягивать правоохранителей первого ряда, кто-то имел, кто-то не имел отношения, а разбирайтесь там в кучу всего. Вот. Поэтому эта ситуация очень такая серьезная, насколько мне известно, нею занимаются там на высоком уровне правоохранители, решат они ее или нет. Думаю, навряд ли. Уже джин полетел. Бутылка открыта. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие у нас выдались. Что наиболее вероятно в ближайшее время? 7% успешные переговоры. Верят, что они приблизят к миру, разрулят. В общем, вот такой вариант. 16% захват Донбасса. 21% поход на Запорожье. Ну а 55% думают, что будут гасить энергетику. Гасить будут. Игорь Владимирович, что скажете? Ну, мне, если честно, мы даже так дома так даже тоже обсуждали. Говорят, елки-палки. Слушайте, какой красивый праздник устроили. То по 7,5 часов тревога в Киеве, в области, да, то дрон летит, то разведчик, то баллистика, то... Тишина. Ну, договорились. Гости ж приехали. Гости дорогие! Поэтому с Россией договорились и по Киеву не стреляют. Результаты опроса. Ну, люди пережили тяжелую зиму. Переживают, еще оно не закончилось. И, естественно, людям это болит, и они чувствуют, что будут бить по больному. Но я думаю, что весенне-летнее наступление будет все же на Запорожье. Ну и Полиса это фактически признал в этом своем спиче сегодняшнем. Так, поехали в режиме Блиц с вопросами, с аудиторией немного, так сказать, пообщаемся. В общем, клуб зрителей Шелеста. Вопрос от Андрея. Игорь Владимирович, как вы думаете, те, кто украл в Украине и вывез это на Запад, они понимают, что у них все награбленное отберут, как только война закончится? Нет, не понимают. И готовятся защищать, готовятся, чтобы не отобрали. Перепрятывают.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Сало надо переховать, да. Так, Ну, значит... кстати, по этому вопросу, тут же все пропустили. Один уже ж перепрятывал Гмырин, который мы его частенько в эфире вспоминаем, бывший смотрящий за фондом госимущества. Там целая бандейка была, ОПЗ грабили, ГХК грабили. На этой недельке прилетело, НАБУ подозрение папе, маме, сестре и бухгалтерше за легализацию денег в Европе и Арабских Эмиратах. Это, кстати, намек тем, кто думает, что Арабские Эмираты просто так. Угу. Так, значит, следующий вопрос. Ну, это не вопрос, это ремарка. Мародер, не лох, черт ФСБ, по делу, по черту за 4 года СВО ни одного удара, а он втюхивает украинцам, что 2 года в бункере прятался за спинами детей ваших. Позор вам, украинцы. Принимаете как украинец на себя этот позор? Нам позор за другое, но позор не вам говорить, россияне. Мы должны сами осознать все вот эти моменты, в том числе и то, что вы только что засчитали, без самоосознания и выводов, ну, нация обречена. Как думает Мосейчук, почему Россия разом, скопом, вместе с Белоруссией не войдут на Западную Украину, не перекроют полностью границу, тогда бы война сразу и закончилась. Остановился бы трафик завоза оружия, некуда было бы бежать зеленым гнидом. Это можно было бы сделать за пару месяцев. Тупо взять несколько городов, Львов, Луцк, Тернополь, Франковское, взять под контроль все трассы, и все, конец войны. Ну и западенцы почувствовали бы на своей шкуре, как оно гнобить и издеваться над людьми с Донбасса, и сдавать им жилье в 3 дорого, и обвинять людей из Донбасса, что все это из-за них началось. Что по этому поводу думает товарищ Мосейчук? Ну, во-первых, я скажу, прекратите людей делить. Так они сами себя делят, вы же видите. Послушайте, подонки и негодяи есть как на Западе, так и на Востоке. Нету чисто святых ни там, ни там. Ну, вы видели этого с братства. За ноги, как скот, вытаскивать. Так он не Западной Украины. Ну, сидит-то на Западной. Ну, он не Западной Украины. Воюет-то на Западной. Вот. Значит, раз. Второе. Смотрите. Тут важный момент. Стратегически не могут это сделать Беларусь с Россией без согласования с Западом, так сказать. Так, еще раз. С Трампом. Ну, любые действия, которые будет тянута Беларусь сейчас, вызовут реакцию Трампа. Трамп ведет свои отдельные переговоры с Беларусью. А Зеленский включается. Да, а Зеленский включается, наоборот, кроет матом Лукашенко. И сам зазывает, чтобы что-то такое произошло. Понимаете? Более того, я наблюдал, погавкал на живот Орбана. Потом облаял Лукашенко. Ну, думает, хоть за мизинчик попытаюсь Трампа укусить. И на него напал. Ну, вы же видите, как развернулась сегодня эта ситуация? Значит, он говорит: Орбан, договорись нам об энергетическом перемирии. И сейчас же там идет вот эта вот вся возня. Это шок, это сенсация. Сообщили сегодня, что Британия сняла санкции с нефтепровода «Дружба» на этом фоне. В общем, надо исполнять Зеленскому контракт. А он говорит: это не мы разрушаем нефтепровод «Дружба», это россияне, к ним все претензии, пускай не стреляют по энергетике. Ну, то есть начинается вот уже виляние задницей. Ну, не выйдет. Не выйдет. Все видели, кто стрелял, как стрелял. Кто-то хвалился, вы же помните. Поэтому
история с Орбаном, она еще та, и еще история и с Лукашенком прилетит. Просто не будет того, о чем зритель пишет. Но то, что история с Лукашенком еще выстрелит и этими выпадами, в его сторону, то это точно факт. Но у меня впечатление, что он просит: нападите, вторгнитесь, ударьте орешником с Беларуси, сделайте что-то, ядерку примените. Давайте поссоримся еще больше с Венгрией. А можно я укушу поляков? То есть... Так, значит, вот такой вопрос. В 2008 году, сразу после войны в Грузии, в репризе 95-го квартала под названием «Наша Америкаша» Владимир Зеленский произносил такие слова голосом Равшана. «Путин, война начинать, самолет лететь, я с ружьем бежать, бомба падать, я какать». Зал катался по полу от хохота. Вопрос, почему тогда все смеялись, а сейчас не смеются? Знаете, с чужого горя смеяться легко, а свое болит. Угу. Так, многие, включая вас, заблуждаются в своих суждениях, судя по опросу. Да? Однако, если мир не будет достигнут и Зеленский продолжит маневрировать со своей коалицией, то все станем свидетелями нарастанием эскалации, о чем сегодня говорили все представители Кремля. Вопрос будет решен радикально, и это решение поддерживается как обществом России, так и политической волей. А что такое эскалация, Игорь Владимирович? Это переход к использованию массового либо орешника, либо тактического ядерного оружия для прорывов на фронте. Даже не для нанесения. Вот понимаете, люди насколько озлоблены друг на друга, что там кричат «ядерка по Львову». А с военной точки зрения это же ноль. Вы же понимаете, это ноль. Она Это... не нужна для военной точки зрения. Не, дайте я закончу. С военной точки зрения ноль. С точки зрения паники, да. С точки зрения мы жертвы, да. С точки зрения угодить своим, которые хотят западенцам, плохого, да. Но с военной нет. А будут наносить, если, не дай бог, будут, с военной точки. Смотрите, существует группировка, да? Тактический ядерный удар, прорыв на сотни километров. На сотни. Таких 3-4 удара и фронта нет. Понимаете, в чем вопрос? Заглянем в чат трансляции. Тут вам ремарка от Ольги. Видели мы у Шария, как потужные в Испании не делят украинцев. За что тогда продолжают украинские мужики погибать? Смотрите, потужные есть в Испании, во Франции, везде. Но их очень и очень небольшое количество по сравнению с беженцами и тому подобное. Упоротые есть везде. Кто-то упорот за деньги, кто-то упорот, потому что упорот, а кто-то упорот, потому что понимает, что если война закончится, придется идти работать, а не получать пособие. И придется вкалывать, придется кого-то обслуживать и так далее, и так далее. Поэтому они так и ведут себя. Еще одно. Я говорю и повторюсь. Все, кто выступают за войну, они должны собрать вещи и поехать на войну. У меня и были друзья, которые с первых дней взяли вещи и поехали на войну. Повоевали, вернулись, осознали многое происходящее, и все. Второе. Все, кто поддерживает ТЦК,
они должны пойти в ТЦК, встать на учет, оформиться и все. А то приходят угрозы по поводу базы 112, вы там создали, как? Там истерика, кстати, Александр. Очередная истерика, базу создали, бедняжек регистрируют, персональные данные. Так сейчас, подождите, новое какое-то движение, честная мобилизация, каких-то там блогеров начинают туда вносить. Ну, то есть, я так понимаю, провластная история. Но они пытаются перебить, они не знают, что делать, они видят поддержку. Я вам скажу так, на телеграм-канал «База 112», созданный для регистрации преступлений жертв и преступников ТЦК, за сутки подписалось 8 тысяч людей. Без никакой рекламы, без ничего. Перепостил я, пару человек и все. Понимаете? Все, приехали. И они это понимают, они это отслеживают, что это не боты, не шмоты, а реальные люди. Понимаете? Они видят это, понимают и пытаются перебить честными блогерами, еще чем-то. Звонят этого футболиста, запугивают там. Рассказывают мне, что всех мобилизируют. Так куда у меня всех мобилизировать, если и так всем мобилизирован? Кто добровольно, кто офицером был. Мгм. Александр пишет, вот только что вылез Борис Джонсон и сказал, украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромные. Информация 24 канала. Он просто так вылез или чего-то ждать? Ну, ждать, я думаю. Будут срывать. Британцы работают на продолжение войны. Британцы, глобалисты не работают на продолжение войны. Им война нужна. У них первая цель сейчас в этой войне не победа над Россией, даже не ослабление России. Политически война с зеленскими глобалистами ведется против Дональда Трампа, против трампистов и республиканцев, чтобы они проиграли до выборов в Конгресс осенью этого года. А мы, украинцы, платим за это жизнями, территориями, инфраструктурой и тому подобное. В чате трансляции обсуждают, что это у вас за награда рядом с носорогом на полках. Почему на полках нет Пушкина и Булгакова? Смотрите, это орден святого апостола Андрея Первозванного первой степени. На полках Пушкина нету. Ну, книга, кстати, есть. И Булгакова книги есть. Это самое. Книги есть, бюстов нету. Смотрите, я собираю бюсты разных исторических личностей. Просто как бюсты. Тех людей, которые внесли в историю свою лепту. Это же не означает, что я поддерживаю этих людей. Вот у меня есть генерал Франко, я был в Испании, бюст не нашел, купил керамическую такую плитку, с изображением. У меня есть тут наши украинские, Макиавелли есть. Многие есть люди, и я не обязательно поделяю их взгляды. Угу. Вопрос от Олега. Александр, как вы думаете, задайте вопрос Мосейчуку, как вы думаете, во сколько обходятся покушения на Гордона самому Гордону? Спасибо и хорошего вечера. В репутации его. Цена этим покушением его репутация. Или ее остатки. Так, а орден за АТО уточняют у вас? Нет. Это церковный орден, и за АТО, войну, либо что-то другое, связанное с кровопролитием, не вручаются такие награды. Это высшая церковная награда. Давайте закончим все-таки вопрос у нас. Главная дата, это, конечно, 24 число. Дайте, что хорошо в сегодняшней дате, что завтра будет 25-е. И, хоть не будут играть, да, на этих всех чувствах, на Будут.
Но не так массово. Ну да. Оркестр станет. Да, и вот давайте закончим вопросом Олега. А кто заставляет вообще украинцев воевать? Независимые же. Два парня. Вова и Вова. Вот и все. Если восстановился Владимир Путин, то Владимира Зеленского снесли через месяц. И то я, наверное, беру много. Ну, если Зеленский остановится, его тоже снесут. Но Путин захватит больше территорий. Ну, то есть будет наступление. Вот и все. Вот, а украинцы что, чухают репы и думают, как мы попали в эту историю. Я скажу, вот сегодня, да, сегодня 24 февраля, и завтра каждый, ну, я бы хотел, чтобы каждый украинец, каждый тот, кто нас видит, увидит, проснулся с мыслью, а на ранок вони прокинулись. И посмотрел в зеркало, посмотрел на себя, посмотрел на своих детей и подумал, что я сделал для того, чтобы вернуть мир на нашу украинскую землю. Я скажу так, я тут с коллегами, друзьями обсуждал, хотим инициировать где-то на середину мая большой марш в Европе за мир. Не за войну, а за мир. За будущую победу, потому что победой для Украины будет мир. Плохой, но мир. Вы же в начале программы говорили, что если сейчас вот войну остановить вот так, это все равно поражение для Украины. И Украина проиграла войну. Послушайте, для Украины это будет поражением. То есть проигрыш для Украины будет победой. Смотрите, Александр, я скажу так. На сегодняшний момент надо не Черчилля читать, а Маннергейма. Потому что иначе придется изучать в подробностях историю управления Иоанна Грозного или Иосифа Сталина. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, поддержите лайком, репостом, комментарием. Я все читаю, даю ответы на вопросы. Поддержите подпиской для наших подсанкционных каналов. Это очень важно. Канал Александра. И если есть возможность, задонатьте. И будет вам счастье, и будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Да, друзья, увидимся совсем скоро. Немножко пошумим сегодня. Есть повод. Берегите себя и друг друга. Добра и света.